Золото – это ценный металл, известный человечеству с древних времен. Полезное ископаемое имеет характерный желтый цвет. Благодаря малой химической активности относится к благородным металлам. Первые золотые изделия были найдены во время раскопок, проводимых на территории современного Египта. Созданы эти украшения из благородного металла были за 3000 лет до нашей эры. Золото можно назвать самым популярным драгоценным металлом любой из эпох. Сейчас его применяют в разных сферах деятельности человека, от создания простых украшений до сложных медицинских и космических приборов. Давайте разберемся, как же добывают золото. Руда. Это камень из карьеров, из которого и добывают золото. Гигантская воронка глубиной более половины километра. Если на дно его кратера поставить пирамиду Хеопса, а сверху поместить Эйфелеву башню, то на поверхности не покажется даже верхушки ее шпиля. Могучие 140-тонных грузовики на склонах карьера кажутся муравьями. Только сила направленного взрыва может сдвинуть с места эту невероятную каменную массу. Стальные сверла терпеливо вгрызаются в камень, в каждую из таких скважин заливается несколько тонн взрывчатого вещества. Таких скважин больше сотни, заряды по сложной схеме соединяются детонирующим шнуром через специальные замедлители. Последовательность взрыва на разных участках рассчитана мастером взрывных работ с точностью до секунды. После того, как взрывные работы подготовлены, раздается сигнал диспетчера и карьер пустеет, и взрыв колоссальной мощности сдвигает тонны монолитной руды. Каждый взмах ковша – это 10 кубометров руды. Но драгоценного металла в этой груди лишь на несколько обручальных колец. Добытую руду необходимо доставить на самый верх глубокого карьера по очень сложной дороге. Путь пролегает по длинному серпантину, до вершины карьера 2 километра. Добытая с таким трудом руда ничем не отличается от отправляемой в отвал породы, обычный серый камень, искорки золота в нем даже не видны. Извлечь микроскопические частицы золота очень непросто. Металлурги называют такую руду упорной за стойкое нежелание расставаться с накопленным металлом. Через эту решетку руда попадает в дробилку, затем в огромных, набитых стальными шарами мельницах, привезенные из карьера булыжники поэтапно растирают в пыль диаметром 0,07 мм. В процессе измельчения в пыль добавляют воду и получают золотой концентрат. Главный источник богатства предприятия. После изготовления концентрата остаются твердые частицы, и их отправляют на вот такие трясущиеся машины или столы. Вибрация отделяет от породы самородное золото. По тому же принципу действовали старатели прошлого века, промывая в своих ситах речной песок. Теперь такой метод дает не более 4% добываемого металла. Оставшиеся 96% предстоит извлечь из концентрата. Но частицы золота в нем заключены в скорлупу из посторонних примесей, расколоть ее людям помогают бактерии.
Специалисты микробиологии в лабораторных условиях изучили генетику бактерий и вывели особый вид, получающий энергию из окисления минералов. Именно эти бактерии перерабатываются руды, не поддающиеся обычным технологиям. Расчетный цикл окисления – 120 часов. В огромных бабках реактора трудятся миллиарды живых существ. Днем и ночью они окисляют руду. В процессе окисления золото освобождается от ненужных соединений, и выделить его теперь гораздо легче. После встречи с бактериями концентрат стал более податливым, но едким, как сильная кислота, поэтому ее нейтрализуют и фильтруют. После прохождения всех этапов фильтрации начинается плавка золота.